Канал «Мы есть» представляет сказки у камина. Предлагаю запастись чаем с печеньками. Приятного прослушивания. Сказка про ангела-хранителя. Автор неизвестен. Жила-была одна молодая женщина. Все у нее было хорошо. И работа, и дом, и друзья, и знакомые. А вот детей не было. И стала она просить у Бога маленького ребеночка. Ангел-хранитель записал ее пожелания в блокнот и поспешил на небеса. Ведь такие серьезные вопросы решаются только там. Тут началась за облаками суета. Стали срочно малыша искать, который захочет себе именно эту маму. Малыши сидят на золотистых облачках, ножками болтают, а на землю и не торопятся. Им, видите ли, и тут хорошо. И только одна маленькая девочка пожалела эту женщину и согласилась стать ее дочкой. Ангел, довольный, поспешил на землю и, набравшись терпения, стал ждать появления малышки на свет. И чем ближе наступал час рождения малыша, тем больше сомневалась и боялась маленькая девочка. Ведь ей нужно было оставить свое золотистое и пушистое облачко и начать жизнь на земле с людьми. И совершенно без облаков. А ведь что может быть лучше, чем облако? И вот наступил тот день, когда малышка должна была появиться на свет. Девочка испугалась, заплакала и сказала, что не хочет идти на землю. Какая тут началась суета! Замену найти не могут. Ангел с земли прилетел, плачет за бедную женщину, просит, ведь нельзя же, чтобы желание неисполненным осталось. Ангелы собрались, крыльями машут, а как быть, не знают. Тут вперед вышел ангел, подошел к девочке, обнял ее крылышками и сказал: «Ничего не бойся, все будет хорошо. А чтоб ты была не так одинока, я пойду с тобой. Пока ты будешь маленькая, ты меня будешь видеть везде, и я буду веселить тебя». Вот почему малыши всегда улыбаются. Разговаривать мы с тобой будем на нашем секретном языке. Вот почему малыши все время что-то лепечут и огукают. А когда придет время, и ты научишься говорить, как все люди, я стану невидимым, но всегда буду ходить рядом. А еще у меня есть вот что. Он показал ей золотой блокнот с золотым пером. Я буду записывать все, что будет с тобой происходить, и все, что ты будешь желать и говорить. Девочка обрадовалась, вытерла слезы и согласилась идти на землю. А ангел, как и обещал, пошел вместе с ней. Ведь ангелы никогда не врут. Они честные-пречестные. Девочка родилась миленькой и здоровенькой, а ее мама была очень счастлива и не могла нарадоваться на свою милую крошку. Девочка всегда улыбалась, что-то лепетала и очень быстро росла, на радость всем. Ангел всегда был рядом и все время оберегал и подставлял мягкое крыло. Если девочка радовалась, то ангел радовался вместе с ней. Если она плакала, то он тоже плакал, а слезы свои ему приходилось вытирать крыльями, которые становились мокрыми. И он очень долго их сушил, ведь с мокрыми крыльями летать не получается. Время шло. Девочка росла, научилась ходить и говорить, а ангел, как и обещал, стал невидимым. Девочка стала понемногу о нем забывать. Ведь если ты кого-то долго не видишь, то со временем начинаешь сомневаться в его существовании. Ангел очень любил девочку и всегда был рядом. А в руках у него был тот самый блокнотик и перышко.
девочка была очень хорошая, но иногда ошибалась, как и все люди, а иногда и вредничала. Но ангел, как и обещал, записывал все, не осуждая ее, и исполнял беспрекословно. Как-то раз девочка очень захотела увидеть лошадку. А где ее взять? Ведь живет-то она в городе. Ангел все тщательно записал и полетел к ангелу, который присматривал за лошадкой, договариваться, как бы устроить встречу. Девочка ехала с мамой на машине, а вдоль дороги гуляла замечательная, очень красивая лошадь. Малышка была очень счастлива, а вместе с ней радовался и ангел, ведь он справился со своей работой. Как всегда, на отлично. Скажу по секрету, что ангелы могут все, но не всегда все желания удавалось исполнить так быстро. Иногда требовался и день, и два, а иногда даже целый месяц, ведь все ангелы заняты делами своих подопечных. И не всегда может совпасть время для того, чтобы получилось чудо. Иногда желания девочки были светлыми и добрыми, как с лошадкой, а иногда глупые. Например, девочка говорит: «Не хочу ходить в детский сад, хочу быть дома с мамой, лежать весь день в постели и смотреть мультики». И тогда ангел вздыхает и отправляется в гости к другому ангелу, у которого ребенок заболел. Набирает в специальную банку немного простуды, температуры, насморка, кашля. И ночью, пока девочка спит, вытряхивает содержимое банки над ее кроваткой. Происходит чудо. И на утро поднимается температура. Мама остается дома и ухаживает за своим ребенком, а девочке приходится лежать в постели, пить горькие лекарства. Но ее желание исполнено. Вот так и шла жизнь ангела и его маленькой подопечной. И вот однажды шла девочка из детского сада в прескверном настроении. Дулась и сердилась, а ангел плелся сзади и не знал, что бы ему сделать, чтобы ребенку настроение поднять. И тут девочка заявляет: «Не хочу завтра в детский сад идти. Все надоели. Хочу быть дома». Ангел желание записал и засуетился. Как быть? Вечер на дворе. Простуда в банке давно закончилась. Новую взять негде. Посмотрел по сторонам и видит. Сидит собака. Большая такая, пребольшая. А возле нее ее ангел прогуливается. Смотрит, чтобы собаку никто не обидел, не дразнил, на хвост не наступил. Да ангелу хозяйки напоминает, что кормить пса уже пора. Наш ангел бросился к нему. Так, мол, и так. Помоги желание исполнить. Собачий ангел удивился и говорит: «Да как же так можно? Мой пес очень любит эту девочку. Они с ней друзья». Тут наш ангел нос наморщил и уже плакать собрался от того, что желание выполнить не может. Видит ангел, который собаку оберегал, что дело плохо. Вздохнул и отправился к ангелу, который присматривал за хозяйкой собаки, и уговорил его, что собачку пора покормить. Всем известно, что собаки всегда охраняют свою еду. И вот собака получает свою кость. В это время девочка проходит мимо, и собака нападает на нее, так как считает, что кость может быть похищена. В самый последний момент ангел очень испугался за ребенка и закрыл ее своими крылышками. И только мизинчик угодил собаке в пасть. Плакала девочка, а вместе с ней плакал и ангел. Вытирал слезы себе и ей, и крылья его намокли.
и летать он уже не мог. Девочку повезли в больницу, а ангелу пришлось топать до больницы и обратно пешком. Ангел сильно устал из-за этого происшествия, но не обиделся и не оставил девочку, а продолжает жить с нею рядом и записывать ее слова в золотой блокнот. И если в солнечный денек резко повернуть голову вправо и посмотреть через плечо, то можно увидеть золотые крылышки. Это ангел-хранитель стоит позади и записывает мысли и слова в золотой блокнот золотым перышком. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.